Здравствуйте! Сегодня расскажу вам об очень полезной добавке к еде, о самом экономичном и рациональном методе ее выращивания, а также отвечу на вопрос, который волнует всех, кто пробовал выращивать данный продукт, а именно, как избежать плесени. Говорить будем о микрозелени. Также ее еще называют микрогрин или майкрогрин. Кратко о сути и пользе. Микрогрин – это молодые побеги растений. В качестве микрозелени выращивают как традиционную зелень, такую как кинза, петрушка, укроп, салат и так далее, так и микрозелень растений, таких как крест-салат, редис, свекла, капуста, злаковые, нут, дайкон и так далее. И хоть это уже и не самый новый товар на рынке еды, но все-таки на данный момент он продается далеко не во всех магазинах, а там, где его купить можно, он продается в очень маленьких количествах и стоит достаточно дорого. А я предлагаю вам выращивать эту чудо-зелень у себя на подоконнике и иметь под рукой витамины ежедневно и круглогодично. Скажу сразу, я перепробовала выращивать абсолютно разные виды микрогрина, пробовала разные виды посадки с замачиванием семян, без замачивания семян, с высаживанием в землю, в вермикулит, на салфетку. Не пробовала только выращивать с помощью специальных проращивателей, но стоят они недешево, а мой метод почти бесплатный, поэтому я расскажу вам именно о нем. Вам нужно будет купить только семена микрогрина. В среднем один пакетик стоит около $1, и хватит вам такого пакетика примерно на 10 посадок, в зависимости от частоты и объема вашей посадки. Итак, вам понадобится семена микрогрина, емкость, в которой вы будете высаживать, например, это может быть поднос, тарелка или емкость, упаковка от продуктов, как у меня, например. Также вам понадобится несколько бумажных полотенец, прозрачный пакет и чистая вода в пульверизаторе. Я использую только талую структурированную воду для растений и для пищи. И если вы не знаете еще о чудо-свойствах данной воды и о том, как ее приготовить, то я предлагаю вам посмотреть видео, в котором я даю максимально много информации на эту тему. Ссылка сейчас появится вверху экрана, а также я оставлю в описании под данным видео. Пару слов о вариантах выращивания. Посев и выращивание в земле и в вермикулите чаще приводило к загниванию, поэтому я остановилась на проращивании именно на салфетках. Предварительно замоченные и не замоченные семена прорастали у меня примерно одинаково, благоприятно и быстро, поэтому я просто не вижу смысла тратить время на замачивание семян, а тем более некоторые семена образуют слизь при замачивании, что в дальнейшем усложнит вам процесс проращивания. Итак, все очень просто. В чистую емкость вы кладете 3 слоя бумажных полотенец. Сверху сбрызгиваете чистой водой, сыпите по периметру ваши семена и сверху их также еще раз сбрызгиваете водой. Сверху надеваете прозрачный пакет и оставляете вашу емкость в месте, которое не является сильно прохладным. Все очень просто. Вам остается только приглядывать за своим мини-огородиком, а именно вам нужно будет следить, чтобы салфетка не высыхала, иначе семена завянут. Поэтому 1-2 раза в день вам нужно будет открывать пакет и сбрызгивать сверху салфетку, а также нужно будет 1-2 раза в день открывать ваш огородик примерно на 1-2 часа, чтобы семена подышали. На фото вы можете увидеть мой пример. Но скажу сразу, что это довольно густое сеяние, и лучше рассыпать семена чуточку реже, чтобы дать им больше места друг от друга для лучшего роста. В среднем на 2-3 день вас уже будут радовать первые зеленые росточки. И самый важный момент. Обратите внимание на фото. Вот эта белая пушистая штука, напоминающая плесень, это не плесень, не пугайтесь, вы все сделали правильно. Это корневые волокна, и они нужны.
Продолжайте 1-2 раза в день сбрызгивать микрогрин и давать ему подышать. А когда он подрастет на 1 и более сантиметров в высоту, то накрывать его уже не нужно, а нужно поставить на солнечное место. Примерно через неделю ваш мини-огородик будет радовать вас очень полезной зеленью, а вы будете полны гордости за проделанную вами работу, а также будете уверены в полезности вашего продукта, так как вы вырастили его сами, не используя никаких химикатов. Микрогрин, которому примерно 7-10 дней, уже можно смело кушать и нужно кушать, иначе он начнет увядать или плесневеть от влаги. И как только вы заметили, что ваша зелень перестает прибавлять высоту, то смело начинайте ее кушать. Вы можете срезать ее, добавлять в салаты, в любые блюда или кушать просто так, пучками. Лично я рекомендую вам срезать микрогрин маникюрными ножничками, это самый удобный способ. И самое главное, не давайте пересыхать салфетки, иначе ваша зелень завянет. На фото я показываю микрогрин, которому 10 дней, и вы можете видеть, что все в порядке, плесени не образовалось, и у вас также круглосуточно и круглогодично может быть запас витаминов почти бесплатно. И во всех молодых растениях содержатся высокие дозы витаминов С, Е, К, каротин, лютеин, минералы и антиоксиданты, причем в гораздо больших количествах, чем во взрослой зелени. А достаточная доза для получения максимальной пользы составляет 50-100 грамм микрогрина в день. Если вам было полезно, то поддержите меня лайком под данным видео, а также подписывайтесь на канал, и здесь вы можете регулярно получать разнообразную, полезную и важную информацию. Ну а я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго, светлого и позитивного.